Здравствуйте, господа тревожные и тех, кто хочет стать сильнее и смелее. Вам в помощь будет цикл видео, в которых я дам классные техники, как преодолеть ваши страхи. У меня уже есть несколько видео, в которых я рассказываю, как преодолеть ваши страхи и избавиться от негативных эмоций. Первое видео можете найти по ссылочке, которую вы сейчас увидите вверху экрана, а также она будет оставлена внизу в описании. А также есть видео, как преодолеть различные негативные эмоции, страх, обиду, гнев, стресс. И если вы смотрите это видео с компьютера, то ссылочку вы также сейчас будете видеть вверху экрана, а также сможете ее найти внизу в описании под данным видео. Приступаем к технике преодоления страха, и если это видео будет вам полезным, то вы можете сказать спасибо за мою работу, нажав лайк под видео. Итак, если вы боитесь чего-либо конкретного из-за неприятной ситуации из прошлого, то есть в прошлом вы пережили конкретное стрессовое событие, и теперь вы боитесь, что оно повторится вновь, или вы боитесь столкнуться с человеком, вещью и тому подобное, которые в прошлом вызвали у вас стресс, неприятные эмоции. Ну, к примеру, вы пережили аварию, нападение агрессивного животного, предательство близкого человека и тому подобное. И сейчас вы боитесь, что эта ситуация может повториться. Находясь в машине, вы невольно прокручиваете в голове момент аварии и боитесь, что ваша машина опять потерпит столкновение. Или, идя по улице и видя впереди собаку, вы боитесь, что она снова на вас нападет. Сближаясь с каким-либо мужчиной или женщиной, вы не даете отношениям развиваться полным ходом. Из-за предательства в прошлом вы боитесь, что ваш близкий человек вновь вас предаст. Если такие или подобные ситуации, которые произошли с вами в прошлом, вызывают у вас страх будущего, то вам поможет следующая техника. Находясь в спокойной обстановке, чтобы вам никто не мешал, вы ложитесь или усаживаетесь поудобнее и закрываете ваши глаза. Можно также это делать с открытыми глазами, кому как удобнее. И вы начинаете вспоминать всю ту неприятную ситуацию, то стрессовое событие, которое произошло с вами в прошлом. Важно вспомнить все это событие от начала до конца. Прокрутите его в своей голове. Вспомните все свои эмоции, все свои ощущения. Полностью погрузитесь в эту ситуацию. Ну, к примеру, вы вспоминаете: вот я одета в такую-то, такую-то одежду, спускаюсь из дома по лестнице, вот моя машина, я сажусь за руль. Вспомните, что находится в салоне вашей машины, все детали, все цвета. И далее вы вспоминаете: вот я еду в своей машине по дороге. Вспомните, какая улица это была, какие здания находились на этой улице, какие деревья, светофоры и так далее. И вот вы ощущаете удар, вашу машину разворачивает, ваше тело испытывает физическую встряску. Вспомните, какой эмоциональный всплеск страха, гнева, растерянности вы испытали в тот момент. Вспомните всю ситуацию максимально в деталях, что вы ощущали, что вы видели, что было после этого события. Вспомните все до того момента, когда вы, к примеру, вернулись домой и уже более-менее успокоились. Таких погружений в неприятные воспоминания вам нужно будет сделать несколько раз до того момента, пока неприятное воспоминание не будет так сильно будоражить ваш ум и тело. Помните, чем больше вы погружаетесь в что-то, тем сильнее оно уходит от вас. Чем чаще вы говорите о чем-то, тем меньше энергии там остается. Далее, когда вы почувствовали, что неприятные воспоминания уже не вызывают у вас такую сильную бурю гнева, а перешла уже более в стадию уныния, разочарования, грусти, то вы начинаете как бы перезаписывать в своей памяти случившиеся обстоятельства. И делаете вы это так,
что неприятная ситуация не только не случилась, но и произошло наоборот, что-то приятное и радостное для вас. И очень важно представить это все в деталях. Ну, опять же, к примеру, вот я одета в такую-то одежду, я спускаюсь из дома по лестнице, вот стоит моя машина, я сажусь в нее за руль. Как выглядит салон вашей машины, что там находится внутри, какие вещи, детали и так далее. Вы представляете, как вы заводите машину, едете по дороге, но подъезжая к той самой улице, на которой ранее произошла авария, вы будто вспоминаете, что там часто пробки, или вспоминаете, что вам нужно было заехать по дороге в другое место, или вам звонит друг, любимый человек и просит срочно заехать за ним и куда-то его подвезти, и вы сворачиваете на другую улицу, тем самым вы не попадаете на ту улицу, где случилась авария, и тем самым вы ее избегаете. Далее представьте, что вы едете уже по другой улице, представьте ее во всех красках и деталях, какие здания там находятся, какие деревья, растения там растут, в каких цветах это все, представьте, какая хорошая погода за окном. В салоне играет ваша любимая музыка, у вас прекрасное настроение, вы встречаете своего близкого человека, отправляетесь с ним, к примеру, в ресторан, вкусно кушаете и в прекрасном настроении возвращаетесь домой. Представьте этот день, перезапишите этот день в хорошее событие во всех красках и деталях. Прокрутите у себя в голове этот сценарий достаточное количество раз. Неделю, месяц, несколько месяцев. Все будет зависеть от вашего склада ума и от силы травматичности произошедшей ситуации. Тем самым вы как бы запишете в свое подсознание через свое воображение новое воспоминание. И что важно, хорошим и счастливым воспоминанием вы перекроете то негативное воспоминание, которое вызывало у вас страх. Да, именно вызывала, потому как если вы проделаете эту технику достаточное количество раз, то ваше неприятное воспоминание действительно перекроется и страх отступит. Это была еще одна классная техника, а на этом канале очень скоро я выложу другие работающие, хорошие техники, как преодолеть ваши страхи. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить важные и полезные видео для улучшения качества вашей жизни. А я благодарю вас за внимание и желаю вам всего самого доброго, светлого и позитивного.